Москва входит в число самых дорогих городов мира. Некоторые тратят миллионы долларов просто чтобы жить здесь. И так как Москва не резиновая, цены на жилье тут просто астрономические. И это круто, особенно когда ты работаешь в сфере элитной недвижимости. Когда смотришь на все эти небоскребы, есть в этом что-то завораживающее. Это же просто спрессованные в виде башен чемоданы денег. В Москве работает больше 100 агентств элитной недвижимости, и они готовы изо всех сил бороться за каждого клиента. Но если не можете найти за 80 миллионов, так и скажите. Я найду того, кто сможет. Но если ты плохо делаешь свою работу, то все, ты вне игры. Твое место займет другой. Это как наркотик. Когда закрываешь сделку, это ни с чем не сравнить. И в этот момент ты чувствуешь, что ты король мира. Потрясающее ощущение. Именно поэтому я этим и занимаюсь. Я считаю, что надо жить красиво. А главный способ жить красиво – купить элитное жилье. Мой девиз – эффективно, креативно, позитивно. Ну или быстрее, выше, сильнее, как у спортсменов. Недвижимость – это ведь тоже своего рода спорт. Вообще, мы стараемся быть на позитиве. Работа такая. Но иногда, конечно, приходится быть жестким, ведь мы лучшие агенты по продаже объектов. Меня зовут Алексей Аверьянов, мне 39 лет. Я генеральный директор Vesco Group. И за все время мы продали элитной недвижимости больше, чем на 1 миллиард долларов. Здесь очень важно быть в тонусе, поддерживать форму. А еще, как и во многих видах спорта, это постоянное соревнование. Тут есть победители и проигравшие. Я привык побеждать. Я вообще перфекционист, стараюсь, чтобы все было идеально. И в работе, и в личной жизни. Итак, коллеги, в течение года мы должны запустить 5 проектов точного девелопмента и стать лидерами по количеству элитных эксклюзивов в продаже. Задача очень амбициозная, но я уверен, мы справимся. Есть вопросы? Нет, все понятно. Тогда работаем! Меня зовут Александр Кузин, мне 34 года. Я основатель и владелец компании One Moscow. Мы работаем в сегменте элитных новостроек и очень быстро растем. Сейчас в нашей команде уже более 100 сотрудников. Больше всего на свете я ценю красоту, за что коллеги в шутку называют меня эстетом. Но это то, что я люблю, что мне действительно нравится и без чего не могу жить. Среди наших объектов вы не найдете того, что сделано с дурным вкусом и без души. Я этого просто не терплю. Каждый наш клиент покупает не просто недвижимость, а образ жизни. Помимо этого, я комфортно чувствую себя в роли ментора и часто организовываю курсы для брокеров по недвижимости. В свободное время снимаю видео для своего блога на YouTube, активно пишу в соцсетях, а недавно у меня вышла книга. Привет! Я Николай Венедиктов. Я был признан лучшим агентом элитного рынка в прошлом году. Моя специализация – продажа конкретных объектов. Качество, а не количество. И мы номер один на рынке по договорам на эксклюзивную продажу. Я люблю недвижимость, людей, насыщенную и яркую жизнь. Вообще, я с детства привык много и активно работать, поэтому мне надо также активно отдыхать, чтобы не перегореть. Я часто хожу на крутые и яркие мероприятия и фестивали. Люблю танцевать, общаться, путешествовать. Короче, мой девиз по жизни – work hard, play hard. Полная отдача в работе и яркий, заслуженный отдых. Добрый вечер. Бронировали столик? Меня ожидают. О, Ребята, привет. Вот оно. Здорово. Привет, Леш. Николя, Сашка. привет. Ну что, ребят, начнем? Диски. Есть у нас такая традиция с коллегами каждый сезон собираться в каком-нибудь классном месте, делиться новостями индустрии. Ну, конечно, любим пошутить друг над другом, поспорить. Ну, куда ж без этого? Саня, а правда говорят, что ты без сделок-то полгода уже сидишь? Кто говорит? Человек, который того и гляди потеряет вторую компанию? О, ну договорились же, ну больная тема. Моя первая компания,
Клейтон Бойерс много лет работала на количество клиентов, а не на качество. И, видимо, это не мой формат, и в итоге мы полностью обанкротились. 3 года назад я остался в итоге совсем один, и без денег, без дохода, с долгами, с женой и маленьким сыном. Но я дал себе слово, что поднимусь с колен и стану лучшим на рынке. Я решил полностью поменять подход. И теперь у меня есть четкая специализация – продажа конкретных объектов. Качество, а не количество. И так не работал никто, но этот подход полностью себя оправдал. И из подвала без окон всего за 3 года мы стали лучшей компанией по фокусной продаже дорогих объектов. Ну хорошо, он сплетничать, а? Вот именно сплетни. Моя компания одна из самых быстрорастущих в сегменте элитных новостроек. И клиентов настолько, сколько тебе, Коля, не снилось. Ой, слушай, эти сказки, постоянно я тебя слышу. Самого клиент за клиентом срывается. Ты сомневаешься, что я сделаю тебе и по скорости, и по комиссии? Конечно. Давай поспорим. А давай. Кто последний за квартал сделку закрывает, тот по Москва-Сити в костюме телепузика листовки раздавать будет. Давай в костюме Винни-Пуха. Ну, и посмотрим, кто кого. Леш, ты с нами? Ну, ребята, ну что за детский сад, ей-богу, а? Я владелец агентства недвижимости, а не брокер. Да и спорить как-то. Леш, ну давай тряхнем стариной, ну весело будет. Давай. Не. Ну, тогда разбей. Это я могу. Отлично. Ну что, за это надо выпить? Не пью, ребят, за рулем. Ну, давай так. Давай так. Алексей, привет, не разбудил? Да, Игорь Петрович, добрый вечер. Да не, я не сплю, у нас своего рода корпоративчик был. Слушай, я изучил презентацию того дома в Леонозово. Давай съездим посмотрим. Игорь Петрович Белов, один из подписчиков моего канала ВДТ, бизнесмен. Насколько я понимаю, он по типажу коллекционер, любит охотиться за разными трофейными редкими предметами, в том числе и за недвижимостью. Недавно, после моего обзора в блоге, он прислал мне запрос на презентацию одного очень необычного объекта. Я рад, что вам понравился дом. Могу организовать просмотр хоть завтра. Отлично, поехали. И тут я вспомнил про спор Александра и Николая. Думаю, раз клиент сам в руки идет, почему бы и не попробовать? Парни, в общем, я передумал. Я в деле. Ну, привет. Привет. Ну, как прошло? Нормально, посидели с ребятами. Так, а что скромный ты такой? Что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Обычно от тебя байки, как из рога изобилия, а тут ничего не случилось. Да нормально же все, говорю тебе, нормально посидели, пообщались. Так, хватит из меня делать дурочку. Давай-ка рассказывай, что задумал там? Помнишь, ты рассказывала, что хочешь рывок сделать для своего нового бренда, новой коллекции? Так, Тебе нужен дополнительный 1 миллион. так. Мы поспорили с ребятами, что я сейчас за пару месяцев объект новый продам, у меня и на примете один есть. И с комиссии тебе как раз дополнительный 1 миллион и отдам. Ты ж мой золотой. Леша, молодец. Ну, только жене не говори. Моя чуть сегодня не узнала. Ну не умею я что-то от жены скрывать. Ну что тут поделать? В смысле поспорил? Хоть не на деньги. Мы вообще-то квартиру покупаем. Нам еще кучу мебели заказывать. Да не на деньги, не на деньги. Что я, совсем что ли? А на что? Да так, ерунда. Проигравший в дурацком костюме будет раздавать листовки в Москва-Сити. Это не ерунда. А если тебя кто-нибудь из подписчиков или еще хуже, из конкурентов увидит? Напишет на тебя какие-то гадости. Ты упустишь потенциальных клиентов. Я не думаю, что кто-то настолько серьезно все это воспримет, но ты права. Я должен победить. Тем более, что мне клиент сегодня сам позвонил. Он мне доверяет, так что я думаю, я быстро закрою сделку. Конечно, закроешь. Ты мне самый лучший, я в тебя верю. И кому нужны персональные коучи, когда есть жена? Маш, привет. Выезжаю в офис. Слушай, подготовь, пожалуйста, для меня самые актуальные горячие запросы на покупку новостроек в пределах 100 миллионов. Скоро буду.
У меня так часто бывает. Вот сделаю что-нибудь сгоряча, потом жалею. Сейчас и так кучу срочных дел. Теперь думаю, как перед ребятами не опозориться. Да, зря этот спор затеял. К счастью, за последнюю неделю было несколько обращений, так что я настроен решительно. Приятно будет увидеть лицо Николая, когда он проиграет спор. Моя коллега Настя просто золото. Попросил ее найти для меня клиента, за сутки нашла. Не каждый так может. Давай посмотрим. Ольга Николаевна Князева, 52 года, владелица сети салонов красоты. Хочет продать квартиру в городе-столице. Супер! Назначаем встречу. Окей. Я вспомнил, где их видел. На одном бизнес-форуме встретил. Я ей еще свою визитку оставлял. Последние 2 года она в отношениях со своим другом, и постоянно, и везде она с ним. Ну, он не из бизнеса, не все удалось в жизни, поэтому постоянно нервничает, что она зарабатывает значительно больше его. Ну и, видимо, старается компенсировать это полным контролем над всеми ее решениями. Ну, непростой случай, в общем. Ну, интересно, как они вообще так сошлись? Бывают же такие пары. Ой, вы не ушиблись? Ничего страшного. Добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста. Постоянно головой во все бьюсь, но я самый высокий агент рынка, но на самом деле это хорошая примета к сделке. Кстати, рекомендую этот ресторан, очень хорошая, достойная кухня. Закажете что-нибудь? Спасибо, мы уже ели. Ну, тогда, может быть, кофе? Вообще кофе вредный, но если за ваш счет... Николай, благодарю вас. Но, может быть, сразу к делу. Я полагаю, вы ознакомились с моим запросом. Да, конечно. Спасибо большое. Да, все материалы получил, совсем ознакомился, и моя работа — это принести вам лучший результат. Скажите, пожалуйста, на какую сумму от продажи вы ориентируетесь? 250 миллионов. Сколько? Федя, ну что ж ты так? Это хорошая квартира с ремонтом в элитном доме в центре города. Ну, ты же мне говорила, что она стоит 30. Ну, приврала немножко, чтобы тебя не шокировать. Я сделаю для вас все возможное, чтобы принести максимум. Мне вас посоветовали знающие люди, но я так и не поняла, сколько вы берете за услуги. Вознаграждение стандартное — это 4% от суммы сделки. Подождите, это же 10 миллионов? Вот за что эти деньги? Федя, вечно ты... Ничего, на самом деле со стороны действительно может показаться, что это много, но это стандарт профессионального рынка, и иначе мы с вами просто не сможем найти покупателя. Ну, дело в том, что на элитном рынке покупатель не платит своему агенту за поиск. Именно поэтому, чтобы для вас охватить весь рынок, мы гарантируем любому агенту половину нашего вознаграждения. Именно поэтому и существуют стандарты, и ведь иначе просто никто не будет вашу квартиру предлагать покупателям. Это стоит того, потому что иначе можно потерять и 10, и 20% от стоимости объекта, и более того, вообще зависнуть на долгие годы. Ну, я познакомился со всеми материалами, заполнил проект агентского договора, соответственно, предлагаю его подписать. Где подписать? Здесь? Вот здесь. Да. Спасибо. И еще один важный вопрос, который я хотел с вами обсудить. Мы провели анализ рынка и изучили более 50 конкурирующих с вашей квартирой предложений, посмотрели, как долго они на рынке, экспозицию, срок продажи, динамику цены. И дело в том, что моя работа — быть честным с клиентом, и рынок есть рынок. Поэтому нужно это учитывать. И, честно говоря, реальная стоимость продажи — это предварительно где-то порядка 200 миллионов рублей. Николай, я в свое время вложила в эту квартиру миллионы долларов.
Ну, давайте поступим следующим образом. Мы выйдем на рынок по цене 230 и сначала охватим его целиком в поисках уникального покупателя. Но если в течение месяца мы не получим спроса, то нужно будет проводить какие-то корректировки. Хорошо, я согласна. Отлично. Мы запускаем работу. То есть здесь машину поставили, вот здесь прошли, здесь вот такой можно сделать главный вход. Очень Там есть удобно, еще да. один вход, да. И вот что очень здорово, это то, что дом находится в пределах МКАД. Очень удобно. Да, такие места, как Лианозово, с частной застройкой в Москве можно буквально по пальцам одной руки пересчитать. Я предлагаю сейчас вот так дом обойти и насладиться его экстерьером. Да, конечно, пойдемте. Дом построен очень основательно. Он железобетонный. В фасаде использовали декоративный кирпич. И обратите внимание на эти панели. Они из настоящей меди. И идут по фасаду и переходят прямо в крышу. Опять же, здорово то, что дом находится прямо рядом с парком. При желании даже можно собственную калитку сделать и выходить на пробежку хоть каждое утро. Осталось только приучить себя вставать пораньше и бегать по утрам. Да, никогда не видел таких частных домов. Да, готика, элементы конструктивизма. Да, это уникальный объект. Его проектировал известный архитектор Татан Кузимбаев. Здесь много интересных решений. Башня, подземные ходы. Подземные ходы, слушайте, прям как в замке. Может быть, тут и темница есть? Нет, темницы нет, но можно сделать вместо винного погреба. Нет уж, пусть лучше винный погреб остается. Благодарю. Да, тут удивительно просторно. Такое ощущение создается за счет больших панорамных окон, трехсветного пространства и высоких потолков. Высота их здесь аж 10 метров. Конечно, здесь пока нет отделки, но зато вы можете сделать здесь все под себя. Да, тут есть где развернуться. Вот и бассейн какой огромный, а? Да, площадь помещения здесь 102 квадратных метра. Что скажете, Игорь Петрович? Знаете, Алексей, дом действительно находка. Архитектура у него такая своеобразная. Расположение мне очень нравится. И он уютный, потому что деревья вокруг. Это здорово, да. Но я люблю, чтобы из окна можно было смотреть вдаль. Да, но тогда не будет леса. Может быть, такие варианты подобрать? Знаете, подберите, да. Вот чтобы много стекла, большие окна, красивые виды. Ну, такой современный дом, как Москва-Сити, только за городом. Я уверен, у вас есть что мне предложить. Да, разумеется. Правда, в последнее время немножко подраскупили подобные объекты, но я думаю, что мы найдем что-нибудь. Отлично. В презентации данного проекта мы старались придерживаться максимально актуального тренда, а именно... Извините, но это никуда не годится. Не годится? Почему? Напомню, что мы продаем? Красоту. Красоту, вот именно. А еще мы продаем образ жизни. А в этой презентации вы это никак не отразили. Здесь только бездушные картинки, которые не продают этот образ жизни. Поэтому лучше переделать. Ну как, все готово? Наш клиент Никита обратился на прошлой неделе. Ищет новостройку в ЦАО. Слушай, лицо какое-то у него знакомое. Точно, это же тот актер, который постоянно играет в последних сериалах. Отлично. Давай тогда встретимся с ним, пообщаемся, назначай встречу. Хорошо. Очень приятно. Здрасте. Присаживайтесь. Рассказывайте. 80 миллионов, ЦАО, 2 спальни. Я служу в театре в районе Арбата, поэтому в идеале нужен новый дом в этом районе, чтобы я мог пешком добираться до работы, ну и чтобы было место для прогулок. Естественно, отделка. Периодически нам приходится работать не только с предпринимателями и госслужащими, но и с людьми искусства. Это для меня особый челлендж, потому что артисты обычно обладают очень специфическим вкусом, и им супер сложно угодить.
Мы хорошо понимаем ваш запрос, но уже исходя из ваших описанных пожеланий и параметров, я понимаю, что нам нужно будет повышать бюджет, ну, хотя бы до 100 миллионов, да, потому что ниже мы просто не сможем найти. Но если не можете найти за 80 миллионов, так и скажите. Я найду того, кто сможет. Ваше право, но поверьте моему опыту, я расскажу вам, что будет дальше. Следующий агент цепится в ваш запрос, будет кормить вас завтраками, будет возить по рынку в те квартиры, которые вам не понравятся. В итоге вы потеряете время, силы, результата никакого не будет. Я же вам сразу предлагаю не тратить это время, да, а поднять бюджет до 100 миллионов. И это та реальная цена, за которую мы можем купить именно эту квартиру, которая вам понравится. Ну хорошо. У меня в ближайшее время запланированы гастроли, так что я смогу поднять сумму до 100 миллионов. Отлично, тогда мы уже в ближайшее время сможем предложить хорошие варианты и начать просмотры. Мне нравится ваш настрой. Я, к тому же, давно слежу за вашим YouTube-каналом. Будем работать. Отлично, спасибо. Какая красивая квартира. Уф. И гардероб. Квартира вот прям сказка. Такую продавать одно удовольствие. Но там есть один нюанс. Ольга большой поклонник хорошей одежды. И вся ее квартира наполнена множеством вещей. А ведь это критично для впечатления покупателя. Ну, Фэнди. Ольга, должен сделать вам комплимент. У вас великолепный вкус в одежде. Вот, Федя, видишь, хоть кто-то оценил мой гардероб. Ой, да мы скоро по миру пойдем из-за твоих тряпок. Ну, Ольга, однако я должен буду вас попросить, нам нужно будет все это куда-то убрать на период продажи. Как? Куда же я это уберу? Нет, и речи быть не может. Ну, Ольга, вы поймите, все это критически важно. Правильная предпродажная подготовка, чистота, свет и простор, все это очень сильно влияет на восприятие покупателя. Ну, ведь мы с вами хотим получить максимальную цену продажи. Ну, хорошо. Давайте посмотрим, что можно сделать. Отлично. Алексей. Угу. Денис, ну ему точно не подойдет. Алексей, это лучшие варианты. Больше ничего нет. Ну что, будем искать. Да уж, найти хороший объект элитной недвижимости – нетривиальная задача. На это уходит много времени и сил. Да, Игорь Петрович? Алексей, проверь почту. Я для наших задач такой дом нашел, закачаешься. Так, сейчас смотрю. Ну как? Мне этот дом другой брокер посоветовал. Мы с ним и на показ уже съездить успели. Ох уж мне эти инициативные клиенты. Вот сколько раз я с таким не работал, никогда это ничем хорошим не заканчивается. Игорь Петрович, давайте так. Если уж мы договорились сотрудничать, то я ожидаю, что вы мне доверяете на все 100%. Да, но этот дом... Да я давно знаю этот дом. Он нереально крутой. Но там владелец в предбанкротном состоянии. Дом находится под арестом. Его просто рискованно покупать. Я поэтому вам его и не предлагал. Не понял, меня что, кинуть хотели? Не знаю, все может быть. Но впредь прошу воздержаться от подобных шагов. Все, Алексей, понял. Прошу прощения, больше никакого самоуправства, жду ваших вариантов. В любой непонятной ситуации занимайтесь спортом. Отлично помогает переключиться и для здоровья полезно.
Ох, ну что сказать, это было непросто, но мы справились. Ведь предпродажная подготовка и упаковка квартиры – это половина успеха. Начало положено. Должна признать, Николай, что в этом виде мне уже меньше хочется продать эту квартиру. Такая корова нужна самому. Конечно. Если бы не твое тряпье, так бы и не увидели, что такое чистая квартира. Федь, не начинай, а? Что делаем дальше? А дальше план следующий. Я пригласил к нам лучшего фотографа и видеографа нашего рынка. Будем делать качественную упаковку, презентацию и запускать охват рынка. Никит, проходите. А вот это же как раз тот самый дом, в котором мы находимся, да? Да, все верно. И посмотрите, он такой в очень необычном стиле, с таким арт-лобби. Ну, это чувствуется даже по дизайну, он какой-то театральный. Здесь очень такие красивые холлы, высокие двери. И самая главная фишка, что здесь очень много картин. Для этого дома специально современный художник Золотухин писал картины, и вот они представлены здесь, в этих холлах. Я очень люблю Золотухина. А как вы вообще узнали, что я поклонник современного искусства? Ну, это было несложно, я посмотрел несколько интервью, прочитал ваш пост в Фейсбуке про это, и, собственно, картинка у меня сложилась. Вы прям хорошо подготовились. Ну, понимаете, чувствовать клиентов моя работа. Пойдемте теперь посмотрим квартиру. Пойдемте. Ну что ж, Никит, вот одна из квартир, которую я хотел вам показать. Просторная квартира 180 метров. Здесь мы можем расположить кухню-гостиную. Здесь можно сделать 2 или 3 спальни по вашему выбору. Есть огромный балкон, высокие потолки 3,3 метра. Она очень светлая, много окон, как вы видите. Вы знаете, мне квартира очень нравится. Здесь действительно просторно и очень светло. И вид, в общем-то, необыкновенный открывается. И месторасположение хорошее. Ну, тот самый район, в общем, в котором мне и хотелось бы жить. Но я вот сейчас понимаю, что я все-таки не готов покупать квартиру без отделки. Потому что это нужно будет ждать еще, пока закончится ремонт, а я хотел бы сразу въехать. Ну, то есть, как мы с вами изначально говорили, что если это будет квартира white box или без отделки, это может быть приемлемо. Сейчас мы уже понимаем, что все-таки нет. Все-таки вы не хотите делать ремонт, тратить время, поэтому мы смотрим квартиры непосредственно с готовой отделкой уже. Но в новых домах. Да, да. Хорошо, ничего страшного, мы только начали, поэтому еще посмотрим несколько домов. Да, давайте посмотрим. А так квартира замечательная. Вот жалко, что без отделки. Жаль. Это был реальный вариант. Сделка будет длинной. Если он так будет ломаться дальше, мне придется примерить костюм Винни-Пуха. Александр, я, конечно, хотел жить в новом, только что построенном доме, но не настолько же. Погодите, дайте этому месту шанс. Сейчас все увидите, подойдем к макету как раз. Ну что ж, мы приехали в офис продаж фантастического дизайнерского дома Eleven от крупного питерского застройщика. Здесь 2 башни, по 44 квартиры в каждой башне. В очень классной локации, недалеко от Сити. И достаточно богатая внутренняя инфраструктура, что сейчас не везде есть в проектах в центре Москвы. Но самая главная фишка квартиры, которую я вам хочу показать, это ее вид. Пойдемте посмотрим. Посмотрите, какой фантастически открывается вид на Москву. Тут видно центр Москвы, Москва-Сити, многие известные архитектурные сооружения, плюс классная транспортная доступность. Конечно, пешком до театра будет далековато, но на машине можно очень быстро доехать. Да, ради такого вида стоило подниматься так высоко. Но вы знаете, вот у меня совершенно нет никакого желания становиться дольщиком.
Потом еще ждать год сдачи объекта, заморачиваться с ремонтом. Ну, с ремонтом заморачиваться не придется, застройщик сдает квартиру с готовой финишной отделкой. Все равно это очень долго и стрессово. Я артист, у меня и так работа постоянно связана с нервным напряжением, а тут еще и это. То есть правильно ли я понимаю, что мы, соответственно, меняем немножко запрос, корректируем опять, и нам нужен готовый сданный дом, свежий, в центре Москвы, при этом там должна быть готовая финишная отделка уже сейчас, и, ну, скорее всего, и мебель, и кухня, то есть полная комплектация должна быть, верно? Да, я хочу, чтобы это был свежий дизайнерский ремонт, и что важно, я хочу, чтобы никто до меня в этой квартире не жил. Это будет сложная задача, но мы попробуем справиться. Я буду ждать, только не забывайте, что у меня скоро начнутся гастроли. Да, я помню про это. Хорошо, отлично, спасибо, увидимся. После некоторого поиска мы решили показать нашему клиенту еще один элитный дом в поселке Никольская Слобода. Очень хорошо деревья, я смотрю, подобраны с кустами, там Да, много да, хвойных. это целая работа, да, Просто отдельная. великолепно, И вот просто. можно посмотреть на вот эти, да, Ага. это панели такие Да, с да. патинированной меди. Фактура у нее великолепная. И вот они, вот эти вот огромнейшие окна, 3 на 6. Восторг. Да, это тот самый вот джамбо формат, да, Мгм. который, это максимально вообще возможное окно. Да. Отражение Да, великолепно. Да, да. Спасибо. При этом очень легко открывается. Супер. Да. Вау. Ну, собственно, здесь бассейн. Да, Огромный. Он, да, он По-моему, достаточно больше длинный. того, что мы смотрели Да, до этого. Да, да. Вот. Слушайте, просто... Ощущение, правда, Мне детское кажется, ощущение. второго такого дома просто не найти. Я не Вот. знаю, у меня просто ощущение абсолютно детское, как будто получил игрушку, о какой я давно мечтал. Ага. Серьезно. И вот, ну, сад, я уже вам говорил, в Да, своем восторге, да, но да, еще вот это пространство. Мгм, Это общее, я правильно понимаю? Да, общее, да, но Мгм. можно спокойно Ну, выйти это туда, понятно. да, и этим воспользоваться. Это да. вот эта куча света и куча зелени, Да. и видно далеко. Прекрасно, Мгм. просто. Я в восторге. Это мастер-блок, да, то есть основная спальня с самым лучшим видом. Оу. Да, то есть прям на озеро. Мне Вот. очень нравится вот это решение, честно. Ну, это, да, Отлично. пожалуйста, можно выйти здесь. Это терраса такая, А, при то есть она мастер-спальня. Да, она открытая, да, ну и много света отсюда. Вот, ну и Тут так с можно полом выйти. что-то будет? Да, будет настил из деревянный такой. Ну и вот такое ограждение, да. Могучий триплекс. Да, я думаю, что это то, что нам нужно. Я рад, я рад. Прекрасная работа по рукам. Единственный момент. Мне все-таки надо посоветоваться с женой. Я ей сейчас наберу, она подъедет, посмотрит. К сожалению, я радовался недолго. В тот же день, как говорят в детективах, выяснились новые подробности дела. Я расслабился и забыл одно из главных правил брокера. Решение о покупке недвижимости в семье всегда принимает кто-то одна. Вот, Алексей, познакомьтесь, моя супруга Анна. Очень приятно. Здравствуйте. Я предлагаю начать осмотр дома с экстерьера. Оказалось, что основную сумму на покупку дома дает тесть Белова, поэтому без согласия его супруги Анны сделка не состоится. Да, собственно, озеро, да, вот оно Мгм. достаточно большое. Плюс вот есть такие тоже места, где можно с соседями, например, встретиться. Если спор идет на тему того, у кого встречаться, да, можно на нейтральной территории встретиться. Тут пространство очень хорошо в этом плане организовано, Да, вот да, этими да. островочками. Да, да. А здесь можно организовать спортивный зал и поставить беговую дорожку, бегаешь и смотришь прямо на озеро. Все это, конечно, очень здорово. Но, Игорюш, ты что, в Москве-Сити на стекла не насмотрелся? А что такого? Я всегда мечтал жить в современном доме. Тут я вас понимаю, я сам поклонник современного стиля. Нет. Нет, еще раз нет. Мы это уже обсуждали. Алексей, мы действительно ищем себе новый дом, и деньги у нас есть. Но здесь есть один важный момент. Это должен быть нормальный классический дом. Без вот этого вот конструктивизма, хай-тека и прочего. Хорошо, я понял. Мы в ближайшее время пришлем варианты. Спасибо. Всегда интересуйтесь мнением супругов ваших клиентов. Это сэкономит вам просто уйму времени.
В итоге у нас с Ольгой было больше 20 показов, но ни один не дал четкого согласия. Но в целом вот у нас вся стена от угла до угла, это панорамные окна, радиаторы, естественно, все спрятаны в пол. Колонна, кстати, вот очень интересно обыграна, и вообще большое количество отражающих поверхностей, оно позволяет, ну, еще больше добавить пространства. Здесь у нас, соответственно, вот зона кухни идет, то есть это кухонный остров, это, соответственно, вот большой холодильник, и тоже это выполнено в светоотражающей такой гамме. Пожалуйста, да, Ольга, что такое? Николай, может, я чего-то не понимаю, но вам не кажется, что этот молодой человек немного не то, что нам нужно? В смысле, что вы имеете в виду? Ну, посмотрите, как он одет. Бомжи на Казанском вокзале могут позволить одеться себе Ольга, подороже. я вас уверяю, вы ошибаетесь. Пожалуй, пойду поищу вариант себе по карманам. Илья, подождите, вы неправильно поняли. В современном мире мультимиллионеры очень часто одеваются достаточно просто. Именно поэтому, чтобы понять, где реальный покупатель, а где пшик, и нужен ежедневный многолетний опыт. Ушел. Да что вы с ним носитесь? Ему же явно даже на проезд не хватит. Ольга, вы не понимаете, я его лично знаю. Это директор крупного онлайн-банка, он миллиардер. Все сказали, что им надо подумать, ну, и мне тоже надо было подумать над запасными вариантами. Потому что если так будет и дальше, то победа в споре-то мне не видать. Ник, привет! О! Привет, как всегда, лучшие агенты на лучшей вечеринке. Привет, Антон, дорогой. Как поживаешь? Грустно какой-то, по-моему. Слушай, да нормально все, но, блин, что-то одну квартиру никак продать не можем. А где? Да в Сити, в твоем городе, столице. Ну, только выбрал себе напиток, смотрю, заходит Антон, он тоже агент по элитной недвижимости, лучший по Москва-Сити. И хотя формально мы с ним конкуренты, на самом деле мы гораздо больше коллеги. Кстати, у меня один клиент недавно спрашивал, есть ли там какие-то варианты. Давай ему предложим, посмотреть, может быть, она ему понравится. Слушай, блин, круто было бы. Само собой, половина нашей комиссии твоя, но и за мной не заржавеет. Как обычно. Всегда. О, это был просто подарок судьбы. Вот что значит нетворкинг. Этот клиент от моего коллеги оказался именно тем, что нам было нужно. Мы очень быстро созвонились, провели осмотр и обо всем договорились. В итоге показ прошел отлично. Борису Курбатову действительно понравилась наша квартира. Это был тот самый уникальный клиент. Ну что ж, стороны договорились выйти на переговоры. Супер! Брокер элитной недвижимости всегда должен быть в хорошей форме. А владелец агентства тем более. Поэтому я регулярно выхожу в парк на тренировки. Все, кто смотрит мой канал, знают, что я настоящий фанат челленджей. Моя текущая цель – за год научиться подтягиваться 50 раз за один подход. Все-таки мир недвижимости удивительно похож на мир спорта. Тут тоже где-то надо проявлять гибкость, а где-то силу и выдержку, постоянно совершенствоваться и повышать нагрузку. Ну и опять же, соревновательный элемент никто не отменял. А я не привык проигрывать ни в бизнесе, ни в спорте. Пока сделка с артистом загласовала, вдруг улыбнулась удача. Александр, приветствую. Это Борис Курбатов. Мне посоветовали к вам обратиться. Я ищу для себя варианты в Пресненском районе, недалеко от Сити. Рассматривал на вторичном рынке ряд вариантов, но сейчас хочу посмотреть, какие еще есть новостройки рядом. Предложите что-нибудь хорошее с 2 спальнями и отделкой в строящихся домах. Мои коллеги неожиданно нашли очень горячего и замотивированного клиента. Борис, добрый день. Отлично принято, приняли ваш запрос. Мне уже об этом говорили мои коллеги. Мы вам в ближайшее время, уже, скорее всего, сегодня предложим варианты и сможем что-то показать. Честно говоря, я был так поглощен желанием выиграть в споре, что сразу ухватился за эту возможность. Взял в оборот, начал предлагать ему первичку. Мне в голову не могло прийти, что я тем самым перешел дорогу своему коллеге. Черт. Что же делать, Настя,
Можешь мне помочь? Слушай, позвони, пожалуйста, Курбатову со своего номера. Может быть, он специально мне не отвечает? Я вообще не понимал, что происходит. Курбатов вроде дал добро на покупку квартиры Князева, а потом просто перестал отвечать на звонки, пропал. А у меня сделка горит, мне некогда в эти игры играть. Алло. Борис Ильич, это Николай, Венедиктовы партнеры. Как ваши дела? Удобно говорить? Он мне там начал что-то рассказывать про коронавирус, что там в аварию попал, но я сразу понял, что есть какая-то проблема для сделки. Ну, в итоге он мне сказал о своем визите в компанию Александра. Я с таким трудом его переубедил, вы даже себе не представляете. Спасибо. До свидания. Спасибо. Ну, Александр, а? Привет. Есть разговор. Жду тебя в нашем ресторане через час. Не придешь, пеняй на себя. Не ушибся? Слышь, это ты у нас, походу, чем-то ушибся. Сань, ну что за дела? Ну я думал, у нас честный спор. Так я вроде не жульничал. А с какого ты специально моего клиента уводишь? Какого клиента? Я у тебя никого не уводил. Надо мне заливать. Борис Курбатов. Он мне лично сказал, что с тобой общался, и ты отговаривал от покупки моего объекта. А, так это твой клиент и объект. Слушай, ну извини, я не знал, мне не докладывал. Слушай, я надеюсь, мы друг друга поняли. Не лезь в мой бизнес. Подожди, остынь. Вот смотри, CRM Борис Курбатов зашел на прошлой неделе в мою компанию как клиент. Поэтому давай, ничего личного. Я подумал, что Саша специально портит мне сделку. Это неприемлемо. Но мы все прояснили. Это, просто часть здоровой конкуренции. Каждый борется за своего клиента. Ну, а к этому я готов всегда. И обязательно доведу дело до результата. Вы точно не хотите сдавать мне ее в аренду? Борис, на самом деле именно покупка такой квартиры и будет для вас максимально сбалансированным и целесообразным решением. Тем более, что и цены в сети постоянно растут. Но на самом деле я бы хотел обратить ваше внимание на другое. На самое главное. Вы успешный и состоявшийся бизнесмен. Вы много лет работали, чтобы прийти к этому. И ведь деньги существуют не только ради их зарабатывания. Самое главное – это комфорт и качество вашей жизни. Время, проведенное именно в своем доме, с вашими родными и близкими, с семьей. Именно поэтому и стоит именно купить квартиру. Ведь свой дом – это именно то, что ведет нас к достижениям, ну и вы этого достойны. Ладно, квартира отличная, я согласен. Только предлагаю стоимость сделки 200 миллионов наличными. Как 200? Ведь цена этой квартиры 230 миллионов, а я вообще рассчитывала на 250. Это задаток 10 миллионов. Давайте взглянем правде в глаза. Где вы найдете еще такого клиента, который заплатит наличными и сразу? Сбросить 30 миллионов? Да на эти деньги можно еще одну хорошую квартиру в Москве купить. Нет, я не согласна. Ольга, Борис, давайте как-то сейчас еще раз все подумаем, обсудим, немного успокоимся. Я уверен, мы можем найти какое-то решение. Борис, можно вас на приватный диалог на 1 минутку? Хорошо. Вообще агент очень важен для переговоров сторон как медиатор. Ведь иначе 80% сделок просто разваливаются на этапе прямого общения покупателя и продавца. Эмоции, сами понимаете. Буду с вами откровенен. На самом деле это отличный объект и отличное предложение. Уверен, Антон обсуждал с вами и показывал вам другие конкурирующие варианты. Мы лучшие. У нас сейчас на самом деле есть покупатель с ипотекой с согласованной ценой 220 миллионов. Но я думаю, что 215 наличными тоже сработает. Выбор, конечно, за вами, но в вопросе качества вашей жизни, мне кажется, компромисс – это не лучшее решение. Николай, умеете вы убеждать? Я согласен. Отлично. Пойдемте за стол. Спасибо всем за диалог. Ольга, Борис, я бы предложил согласовать следующий вариант. Цена продажи 215 миллионов рублей.
сделка наличными и выход на сделку в течение 5 дней. Мне кажется, это будет действительно выгодное и эффективное решение для каждой из сторон. Что ж, я доверяю своему агенту и согласна на 215. Договорились. Деньги сможете забрать из банковской ячейки, как только права собственности будут записаны за мной. Отлично. Спасибо всем большое за понимание. Мы начинаем готовить сделку. Ура! Ура. Перед показом очередного объекта я еще раз провел подробное интервью и на этот раз уточнил предпочтения супруги моего клиента, Анны Беловой. Отталкиваясь от их общих требований, я подобрал идеальный дом для них обоих. Это замечательный дом, выдержанный в классическом стиле. Он примерно площадью 1700 квадратных метров. Владелец строил и проектировал под себя, поэтому не экономил и ни в чем себе не отказывал. Так это вообще настоящий дворец. Почти такой же, как у моих родителей. Вот именно. Колоннада, решетки, вензеля, балкон. Ничего оригинального, все как у твоего папы. Дорогой, вот ты увидишь, поживешь в этом доме, сам почувствуешь себя королем. Пойдемте внутрь посмотрим. Пойдем. Пойдемте. Всю мебель делали в Италии на заказ, специально под этот дом. Обратите внимание на эти люстры. Они из хрусталя. Это настоящее произведение искусства. Свой собственный домашний кинотеатр. Объемный звук, 6 удобнейших кресел, потрясающее качество картинки. Да. Вы не стесняйтесь, попробуйте, садитесь. Это впечатляет. Если Магомед не идет в кино, то кино идет к Магомету. Здесь большая техническая кухня и продуктовый лифт. У вас же наверняка есть уже свой шеф. Ну а как же? Да. Помещение больше всего понравится вам, Анна. Догадаетесь, что здесь? Что? Это шубохранилище. А здесь можно регулировать температуру и влажность. Ого! Как же здесь круто! Сколько здесь поместится шуб! Ну скажи же, милый, ну смотри, как же круто! Ну, в принципе, да, мне нравится. Ну, не хуже того, что видели до этого. Уверен, сделка у меня в кармане. Да ради таких моментов стоит жить и заниматься бизнесом. Правильно я понимаю, что этот объект вас заинтересовал? Еще как! Да, скорее всего, будем брать, но единственный нюанс, Алексей. Мы сейчас с Анной на месяц улетаем на Мальдивы в отпуск. Вот после этого и вернемся к нашему вопросу. Через месяц? Да, что-то не так? Дело в том, что за месяц этот объект может уйти. Сейчас осень и очень активный рынок. Этот вам дом реально понравился, нужно вносить задаток. Давайте я до завтра все организую. Давайте все-таки вернемся к этому вопросу через месяц. Если этот дом наш, он нас дождется. Время, отведенное на спор, истекало, и мне пришлось пустить в ход самые секретные приемы. Ольга, добрый день. Александр Кузин. Помните, у вас была такая квартира в закрытых продажах, которая с видом на сад, которая с ремонтом, уже с готовой отделкой. Я помню, вы ее не продавали. Если у меня будет покупатель, готовы ее завтра показать? Супер, отлично. Все, тогда завтра будем. Никит, смотрите, из сотни вариантов, которые мы пересмотрели для вас, из квартир с отделкой, это прям то, что вот вам подходит идеально. Отделка очень качественная и при этом такой спокойный современный стиль, современная классика, без вычурности какой-то, очень такая сдержанная. Вся мебель дизайнерская от качественных европейских производителей. Но самая главная фишка этой квартиры, здесь очень тихо. Ну, это сейчас здесь тихо. А вечером?
Здесь же такая шумная улица рядом. Может так показаться на первый взгляд, но при этом, при наличии даже шумной улицы рядом, окна гостиной выходят на красивый двор, который, кстати, даже зимой выглядит так. Поэтому создается уникальный эффект тишины, при этом мы находимся в центре города. Посмотрите, какая красота. Что же вы со мной делаете-то, Александр? Вот как мне теперь это развидеть? Пойдемте еще кое-что покажу. Есть такой просторный холл. В этой квартире, кроме кухни-гостиной, где мы уже были, есть 2 спальни, 2 санузла, большая гардеробная в мастер-спальне. Но самая главная фишка этой спальни – это, опять же, удивительный вид на уникальное историческое здание, это дом Мельникова. О, это очень круто. Я очень люблю советский авангард. Александр, ну, мне все понятно. Кстати, здесь недавно купил квартиру один ваш знакомый актер. Кто же? Вот этот человек. Да ладно, и он здесь тоже будет жить? Да, представляете? Представляете, как он удивится, узнав, что вы теперь соседи. Да. Ну, в общем-то, для меня все решено. Я готов купить эту квартиру. Отлично. Только у меня есть одно но. Какое? Дело в том, что у меня сейчас начинаются гастроли, и я могу внести только половину суммы, а вторую половину внесу только когда они уже закончатся. Тогда мы делаем предложение застройщику, что 50% вы вносите сразу, в течение недели мы готовим договор. Остаток через 2 месяца после того, как вы приезжаете, вы вносите остальную сумму, верно? Отлично. Отлично. Я рад, что вы все-таки нашли тот вариант, который вам по душе. Я тоже очень рад, и это действительно то, что я искал. Алло? Да, Ольга. Николай, простите, что так поздно, но мне нужна ваша помощь. Что случилось? Ну, в общем, у них там с ее сожителем, этим Федей, возникла драма семейная. Он как такие деньги увидел, так, ну, совсем начал с ума сходить. Они же с Курбатовым эти деньги положили на двоих в ячейку, и право доступа было по просьбе Ольги оформлено как раз как на Ольгу, так и на Федора. Я ее сразу предупредил, что не стоит так делать. Большие деньги, большое искушение. Ну, и вот теперь Федор напился и угрожает ей, что заберет все деньги и оставит ее ни с чем. Ну, Ольга мне и позвонила. Пришлось разбираться, но поэтому я и лучший агент и заранее перестраховался. Вы можете ехать быстрее, он же нас опередит. Ольга Николаевна, успокойтесь. Ваш друг при всем желании не сможет забрать ваши деньги. Я все предусмотрел, но если только совершит кражу со взломом. Между прочим, это не смешно. Федя хороший слесарь, он скроет что угодно. Ну, понял. Понимая ситуацию и то, что Федор не специалист в договорах доступа, я прописал все так, что он в любом случае не смог бы получить доступ без Ольги. Ну, пошел, так сказать, на опережение. Николай, вы просто волшебник. Я все получила и положила деньги на свой счет. Отлично. Чего не сделаешь для счастья клиента? Что думаешь, успела, да? Забрала все деньги и все? Я у тебя их все равно заберу. Эй, уважаемый, вообще-то это законно заработанные деньги вашей супруги. Вы не можете на них никак претендовать. Ты мне еще поучи, что я могу, а что нет. Да? Федя, знаешь что? Пошел ты нахрен! Где были мои глаза? Как я могла связать жизнь с таким человеком? Ничего, не переживайте, всякое бывает. Николай, даже не знаю, как вас благодарить. Хотя нет, знаю. Ох, Ольга, ну что вы, спасибо. Главное, что все завершилось отлично. Ну что, господа, подведем итоги. Я уже полностью отстрелялся и по документам, и по деньгам. Ну,
Саша тоже подобрал квартиру клиенту, пусть и не получил пока вознаграждение. Ну, а Леша у нас проиграл. Клиент уехал, сделка не состоялась. Ну что, кто кого? Слушай, ну не все так однозначно. Мой-то клиент самый счастливый, а твоя-то клиентка без мужика осталась. Ой, слушай, уж лучше одной, чем с кем попало-то. Слушай, ну Алексей еще неизвестно, будет ли сделка, а мой уже будет завтра кайфовать в новой квартире, так что для меня это самое главное. Не, ну тоже верно. Ладно, извини, что троллил тебя. Ты крутой профессионал. Респект. Ребят, не знаю, как вам, а мне понравилось. Я хоть и не победил, но это был настоящий челлендж. Ой, как ты. Слушай, достал ты со своими челленджами. Ты можешь хоть раз в год-то выпить по-человечески. Давайте тост за нас, за дружбу, за элитную недвижимость. Ура! Ура! Давай, давай, Леш. Красавец какой, а, Что вообще. получается? Что, желтый ему идет вообще Да, очень. да, слушай, ну прям элитный Винни-Пух. Да, красавчик. Да, да. С логотипом Пользу и все. экологических поселков. Дорогие, пожалуйста, возьмите Вот, элитное строительство. вот. Элитное строительство. Слушай, еще и клиентов новых получишь, я Друзья, смотрю. недвижимость в Нормально, деталях. слушай, Недвижимость в вообще. деталях. Вот, возьмите, пожалуйста. Так, 50 проектов коттеджей. Да, технически я не выиграл. Но с другой стороны, если Беловы в итоге купят дом в Тайм 2, то меня еще ждет моя сделка на миллиард. Проактивнее, проактивнее. Оу, что за дела? Алло? Алексей, привет, как ты? Мы с Аней прилетели с Мальдив и готовы вернуться к нашим делам. Отлично. Тогда жду вас завтра в офисе в 12 часов. Я все подготовлю. До встречи. Леша, штрафуем за последний час. А, не заплатим. смейтесь, 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 смейтесь. Ха-ха-ха. Вот так, молодец, молодец, правильно. К выражению надо относиться.